Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом заливного яблочного пирога с орехами. Он получается такой большой, красивый, выглядит по-настоящему празднично и украсит любой стол. Я люблю такие пироги за то, что в них тонкий слой теста сверху и снизу и много вкуснейшей начинки. Тесто здесь получается такое тонкое, но вместе с тем воздушное и нежное. И много сочных яблок с орехами и изюмом. И, безусловно, тонкий аромат корицы, который прекрасно сочетается с яблоками. Я думаю, такой пирог прекрасно подойдет к празднованию Орехового Спаса. Для приготовления начинки мне понадобится яблоки очищаю от кожицы. Удаляю сердцевину. И режу яблоки такими средними дольками. Перекладываю их в кастрюлю с толстым дном. Можно выкладывать в большую сковородку. Слегка полью яблоки лимонным соком. У меня сок лайма. У меня лайм небольшой, выдавливаю весь. Здесь получится где-то миллилитров 15-20 сока. Всыпаю сахар, перемешиваю. Сахар добавляйте по вкусу. Ставлю кастрюлю на плиту, добавляю сливочное масло. Также сразу по желанию можно добавить корицу. Я добавлю 1 чайную ложку для аромата. И буду тушить яблоки, пока они станут мягче и выпарится лишняя влага. Примерно 15 минут. Яблоки пустили достаточно много сока. Сейчас я к ним добавляю изюм. Изюм здесь как раз хорошо пропарится. Яблоки у меня получаются очень сочные, поэтому я в мою начинку добавлю немного кукурузного крахмала. 1 столовую ложку. Разведу ее небольшим количеством воды. Хорошо перемешиваю. Протушу яблоки еще буквально 1 минуту. Уже при постоянном помешивании, чтобы яблоки не подгорели. В итоге получается вот такая яблочная начинка, в которую я еще позже буду добавлять орехи. Сейчас кастрюлю снимаю с плиты. И начинку перекладываю в большую тарелку, чтобы она быстрее остывала. Аромат, конечно, просто потрясающий. Грецкие орехи немного порублю ножом, не слишком мелко. Предварительно я орехи обсушила в духовке при температуре 150 градусов Цельсия примерно 10 минут. Также их можно обсушить и на сухой сковороде. Как видите, у меня довольно крупные кусочки. Я хочу, чтобы орехи ощущались в начинке. Добавляю орехи к яблокам и перемешиваю. Оставляю начинку остыть до теплого. Пирог я буду выпекать в большой круглой разъемной форме. Диаметр 28 см. Дно и бока выстелила пергаментной бумагой. Бумагу я приклеила на сливочное масло, смазала им бока формы. Саму пергаментную бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, слегка смажьте ее растительным маслом без запаха, либо сливочным маслом. Для приготовления теста мне понадобится: в миску разбиваю яйца. Для рецепта я использую крупные яйца. Вес одного яйца со скорлупой примерно 70 граммов. Добавляю соль, сахар, 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Рекомендую использовать мелкокристаллический сахар. Он быстрее растворяется. Добавляю сметану. Для рецепта я использую жирную сметану, 25%. Можно использовать и менее жирную. Вливаю растительное масло, рафинированное. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю до однородности. Должно получиться тесто по консистенции, как густая сметана. Оно вот таким образом довольно тяжело стягивается с венчика. Примерно половину теста выливаю на дно формы. Может быть, чуть-чуть больше. Распределяю ровным слоем. Мне очень нравится, что в этом пироге мало теста и много начинки.
Сверху выкладываю слегка теплую начинку. Она у меня уже не горячая. Также распределяю ее ровным слоем. И сверху аккуратно распределяю оставшееся тесто. Как видите, тесто буквально тонким слоем покрывает начинку. По желанию пирог сверху можно присыпать миндальными лепестками. И теперь я отправляю его выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пирог я достала из духовки. Всего выпекался он у меня 35 минут. Обязательно проверяйте его готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Посмотрите, как пирог красиво поднялся, стал такой высокий. Сейчас я открою форму и оставлю его остывать. Вы только посмотрите, какой красавец получился. И сейчас самое сложное, надо дать ему время остыть. Когда пирог остыл, присыпаю его сверху сахарной пудрой. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!